Если история курдов на протяжении длительного времени связана с постоянной борьбой за территорию, то история такого народа, как езиды, еще более кровавая. По некоторым подсчетам, на протяжении всей истории они подвергались 72 раза геноциду. Мы едем в их священный город Лалиш, чтобы узнать, что за народ такой езиды и какую веру они исповедуют. По езидской мифологии считается, что когда-то здесь был рай. Сейчас мы наблюдаем процесс, как разжигается огонь на территории Лалиша. Езидов проповедуют, что езидом нельзя стать, им можно только родиться. То есть религия передается по праву рождения. Продолжаю удивляться этому региону, потому что мы уже, по-моему, в 4-й раз приглашены в гости. Тинг-тинг. Bye-bye, Катя. Bye-bye. Bye-bye. Since 2014, the Yazidis of northern Iraq have been victims of genocide at the hands of Islamic State militants. Привет! В этом ролике мы начнем рассказывать о путешествии по стране, в которой живут, пожалуй, самые гостеприимные люди в мире. Ни в одной из наших поездок мы не встречали настолько открытых и дружелюбных людей. Everyone, welcome to our land. Мы находимся на севере Ирака, на территории под названием Иракский Курдистан. Если вы зайдете на Google карту, то такой страны, как Иракский Курдистан, вы не увидите. По факту Ирак разделен на две части. Первая – арабская, со столицей в Багдаде. Вторая – это автономный регион, где проживает в основном курдское население. Здесь своя армия, свое правительство, свои визовые правила. Например, с визой Иракского Курдистана мы не сможем попасть в арабскую часть Ирака. Курдистан дословно переводится «страна курдов» и в более широком понимании объединяет исторические земли в 4 странах. Это Сирия, это Турция, это Иран и непосредственно Ирак. Но только на территории Ирака курды имеют широкую автономию. Кроме курдов, на этой территории проживают ассирийцы, туркманы, армяне и езиды. Для встречи с последними мы отправляемся в регион Дахук, где находится храм Лалиш, священное место для каждого езида в мире. Нет особо никаких проблем взять машину и путешествовать по Курдистану. Единственное, нужно аккуратнее выбирать дороги. К примеру, из Эрбиля в Сулейманию нельзя ехать через Киркук. Дорогу из Лалиша в Эрбиль нельзя выбирать через Мосул, потому что там проходит граница с арабским Ираком. По дороге в Лалиш решили заехать в город Акре. Очень красиво. Смотрите, какой вид. Очень необычно. Прям как будто на скале построили дома. И разница между нижним уровнем и вообще верхним, я не представляю, как они поднимаются. Акра очень важный город для Курдистана. Кроме того, что это один из древнейших постоянно населенных городов мира, раз в год Акра становится столицей празднования Навруза, официального начала Нового года по курдскому календарю. Тысячи людей в национальных костюмах устраивают пикники и танцы, а к вечеру организуется грандиозное факельное шествие, символ прихода времени света и отступления тьмы. Да, мы, в общем, решили посетить этот город, только увидев вот кадры этой мечети, которая находится в такой небольшой низины. Ее окружают такие холмы, горы. Вид сумасшедший. Очень аутентично все выглядит. Здесь, по всей видимости, очень много сирийских беженцев, потому что до города Мосула меньше 100 километров. Вот этот город был столицей запрещенного в Российской Федерации исламского государства. Вход в мечеть, и здесь сразу рынок Маск. Мальчик нам советует туда зайти, по всей видимости. Просто мы поднимемся в кафе, с которого открывается очень симпатичный вид на мечеть. Попьем чаю и дальше поедем в Лалиш. Я думаю, туда сядем. Кто прикольно тут. Старый телевизор какой-то советский. Hello. Посмотрите, как круто здесь подают турецкое кофе. Я такого еще ни разу не видел. Хоп! Хоп! А, здесь, смотри, обычная чашечка. Прикольно. Вставляется. Хороший кофе. Мы попрощались с городом Акрой и спустя час пути по местным живописным дорогам приехали в священный Лалиш.
Первое, что мы должны сделать, это снять обувь, потому что это священное место, и здесь не разрешают ходить в обуви. Нужно ходить босиком, либо можно ходить в носках. Прямо по улице. Каждый езид должен хотя бы раз в жизни приехать на паломничество сюда, в их самый центр, это как раз Лалиш. И вот люди, которых мы сейчас видели, они как раз находятся сейчас, совершают как бы хадж свой. Точной информации о том, сколько езидов проживает во всем мире, нет. По некоторым оценкам, численность народа варьируется от 200 тысяч до 1,5 миллиона. Половина из них живет на территории севера Ирака. Остальная половина в странах, где езиды спасались от религиозной дискриминации и многократного геноцида. Многочисленные диаспоры находятся в Армении, Германии и России. С армянским народом у езидов особая связь. Их объединяет общая трагедия 1915 года, известная как геноцид армян, где также значительно пострадали езиды. Так многие езиды, проживающие в России и Армении, имеют армянские имена и фамилии. Важное правило, что мы не должны наступать на вот эту ступень. Это очень важно, потому что если мы это сделаем, то это будет оскорбление. Мы были наслышаны о дружелюбии народа, но честно не ожидали такого теплого приема. Нас еще пригласят несколько семей в гости и накормят до отвала. Я не могу терпеть этого, все, я бросаю съемку и кушаю. А при входе в храм нас встретил главный священнослужитель и постоянный житель Лалиша. Его зовут Баба Чавиш, он один из членов духовной касты, пиров. Здравствуйте, Хавани. Нет. Пожалуйста. Мы еще раз убедились, что гостеприимство и открытость путешественникам – одно из отличительных черт езидского народа. Особенно было за честь принять приглашение и разделить стол с Баба Чавиш, очень почитаемым человеком среди езидов. Мы заставили столько ждать. Он является постоянным служителем храма и не покидал его даже при попытке захвата Лалиша со стороны ИГИЛ. Прежде чем продолжить исследование храма, мы перенесемся в соседнюю деревню и поближе познакомимся с местным бытом. Мы находимся в деревне, где проживает только езидское население. Это очень интересно, здесь такое гостеприимство. Hello. 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 Come here. Is it okay? Okay. Нас уже какой раз приглашают в гости. This is Renas. Nice to meet you. Булат. Булат. Хай. Прям к нам к ногам поставила, чтобы нам было тепло. Во всех домах вот такие вот горелки распространены. Они самому пространству греют, а сверху еще ставят чайник, чтобы постоянно была теплая вода. У большинства женщин здесь, особенно кто в возрасте, они все носят голубоватый либо сиреневатый платок. Как бы сразу можно издалека идентифицировать их как женщин-езидов. Ну, гостеприимство сразу окутали нас просто. Russia, you will be very popular. No. Take a photo, okay. Hello. Bakhtiar, how many sisters live? 1, 2, 3, 4, 5. Hello. Булат. Nice to meet you. Катерина. Завели в гости. Сколько здесь? Гостеприимством и селфи. Сколько здесь людей? Попробовать кофе, орешки. Вау. Adrian, did you like it? Did you like it? I forgot the word. Галакхош. Write your name. Ты как минимум 7 подписчиков сейчас получила за 1 минуту. Чтобы они все на Инстаграм, ой, на YouTube бы еще подписывались. Видео. А, чин-чин. Чин-чин. Нас не отпускают. I like you. I don't know what to do. I love you.
Сфоткай меня точно. Бай-бай, Катя. Бай-бай. Бай-бай. Кать, мы кого-то вернули с тобой на 7 лет назад на нашу свадьбу, когда с нами все фотографировались. Я меньше на своей свадьбе фотографировался. Нас все здесь заперли. Тебе цветочек подарили? Бай-бай. Бай-бай. Все, надо ехать, потому что нас сейчас... Я думаю, это будет... У машины нас вылавливают. Я думаю, что будет это первая в истории смерть от фотографий. Изиды делятся на 3 ветви, как бы касты, 3 линии, и они все как бы идут от одного дерева. Но между собой они смешиваться не могут. Шейхи и пиры принадлежат духовным кастам. Без них не обходится ни один ритуал по случаю рождения, свадьбы или похорон. Третья каста — мриды, миряне, составляющие основную часть езидского народа. Вера езидов проповедует, что езидом нельзя стать, им можно только родиться. То есть религия передается по праву рождения. Должен быть рожден в семье, где у тебя и мама, и папа являются езидами. И жениться ты можешь только на езиде из твоей ветви. Только так они сохраняют и чтят свои традиции. Езидизм достаточно закрытая религия, традиции которого передавались из уст в уста и строго не зафиксированы в какой-либо священной книге. Поэтому ряд традиций и вероучений езидов на протяжении истории интерпретировались чужаками как дьяволопоклонничество и язычество, что является совершенно неверным. Последователи верят в единого Бога и его 7 ангелов. Верховного из 7 ангелов называют Малак Тавус, изображаемый в виде павлина. Главный символ религии езидов – это павлин. Его изображение, как и изображение солнца, можно повсеместно встретить в храме и домах верующих. Для езидов он посланник между человеком и единым Богом. Представители других религий ошибочно ассоциируют Малак Тавуса с падшим ангелом, Иблисом в мусульманстве или Люцифером в христианстве, что во многом становилось формальной причиной для геноцида езидов. Мы в священном городе Лалиш. По езидской мифологии считается, что когда-то здесь был рай. По некоторым источникам возраст храма составляет около 4000 лет. Согласно верованиям езидов, храм существует с начала времен. Ворота символизируют то, чему поклонялись раньше езиды. Это луна и солнце. Вот эта форма верхушки храмов, она символизирует, что солнце падает на землю. Во время Великого потопа Ной собрал всех животных у себя на корабле, и они почитают вот черного змея, потому что когда корабль врезался в гору, образовалась дыра, змея обмоталась так, что вода, получается, не заполнила корабль и спасла всех. Двери основного храма открыты для всех желающих. Для подтверждения, что входящий пришел с благими намерениями и с уважением к святыням, посетитель целует стену и не позволяет себе наступить на дверной проем. Сам храм представляет собой длинную систему лабиринтов с разными зонами и местами для поклонения. Все помещения, по которым мы прошлись, являются как бы священными. И вот эти все комнаты тоже. Потому что мы находимся внутри главного храма. В некоторые зоны запрещено заходить неезидам и представителям определенных каст. Например, в эту пещеру со святым источником и купелью. Не все могут сюда заходить, даже он не может. Да, получается, основная часть молится с той стороны, а сюда могут заходить только представители каст. Под главным куполом размещена гробница шейха Ади, пророка и реформатора езидизма. Он родился в XI веке в Баальбеке на территории современного Ливана. По преданию, во время путешествия по Сирии и Ираку увидел сон, в котором ему сказали: «О, Ади, иди в Лалиш, и там место твое, и Бог твоей рукой оживит много мертвых душ». Один из ангелов находится здесь, и людям трогать нельзя, то есть они подходят и целуют рядом. Здесь комната, в которой традиционно производили оливковое масло. То есть они приходят сюда, все это выжимают и наполняют, получается, эти кувшины оливковым маслом. А раньше это же масло использовалось для того, чтобы поджигать
свет вокруг храма. По традиции Лалиш никогда не должен оставаться в темноте. Сейчас мы наблюдаем процесс, как разжигается огонь на территории Лалиша, и мы видим, как раскладываются хлопковые веревки, пропитанные оливковым маслом, и они горят очень долго, поэтому его раскладывают по всей территории Лалиша. В каждое отверстие, где можно увидеть черное, ставится факел с огнем. Количество зажигаемых факелов 365, что равно количеству дней в году. Сейчас, конечно, используются стандартные светильники, но они пытаются сохранить традиции и также используют такое вот традиционное освещение с помощью свечей. Храм Лалиш неоднократно подвергался нападениям, как и сам езидский народ. Одно из последних и самых кровавых в 2014 году со стороны ИГИЛ. Лалиш находится в 60 километрах от Мосула, который во время войны был фактически столицей ИГИЛ. Западнее от Мосула, ближе к границе Сирии, находится город Синджар. В данном регионе исторически проживало большое количество езидов. Они напали на Синджар 3 августа 2014 года. До того, как они вошли в нашу деревню, они уже захватили все езидские поселения в Синджаре. Боевики заблокировали нас в деревне. Они убили тысячи мужчин и захватили тысячи женщин. Уничтожить наш народ, нашу идентичность – такова была их цель. По окончании войны множество езидов осталось пропавшими без вести. Целые общины лишились своих домов, и часть людей продолжает жить в лагерях беженцев с надеждой на восстановление привычного уклада жизни. Меня выдвинули на Нобелевскую премию. Но лучше бы ее присудили всему моему народу, всем меньшинствам и этническим группам, которым угрожает опасность, всем женщинам и детям, которые терпят пытки и издевательства. Тогда это будет священная премия, уважаемая всем миром. Не привыкшие в носках ходить. Мы поднялись на холм, где находится Лалиш, и здесь открывается удивительный вид как на ту сторону храма, так и на весь вид долину рядом. Очень умиротворяющая, приятная здесь атмосфера, и прям действительно приятно здесь находиться. Очень гостеприимные, приветливые люди. Так, мы едем куда-то что-то пробовать, не знаю что. Говорят, очень вкусное. Оба! О! Очень вкусно. Очень вкусно. Очень. Ну, похоже на наши салаты. Зорхош. Зорхош. Shall we say галахоша? Делахоша. Галахоша. Very tasty. Very tasty. Очень вкусно. Очень вкусно. Масло, перец, баклажан, морковка. Tasty. Tasty. This one looks like Russian salad. It's cucumbers and sour cream, no? Йогурт. Это наш русский салат. Really? Огурчики. Огурчики и сметанка. It's very popular in Russia. Напишите в комментариях, чей салат был первым. Нам так и не дают заплатить за еду и за напитки, которые мы выбираем. Уже 5-й день за нас платят практически. Я продолжаю удивляться этому региону, потому что мы уже, по-моему, в 4-й раз приглашены в гости к нашему другу. Very nice place. Your uncle. Yeah. Everywhere. I took this picture. This one. Yes? Yeah. And this one also. This one and this one. The people coming for Haji? Haji? Yeah. But we have so many like special days, like ceremony days. Yeah, so it's in spring they come and took the branch of woods like this one here. Yeah. And this is how they dance it. It's tradition dance. Yeah. Она говорит, кушайте, а то остынет. Смотрите, нам тут накрыли стол какой-то. Безумие вообще, я не знаю. Спасибо, Руслан, спасибо. Спасибо. Тут стоит, кстати, сказать вообще, как мы очутились в этом доме и как вообще попали в Лалиш, потому что Катя совершенно случайно нашла в инстаграме русскоговорящего парня Езида. Очень рады. Надеюсь, когда-нибудь здесь
вместе сможем пересечься. Может быть, во Францию поедете к нам в Нормандию. Для этого видео нам хотелось найти кого-то, кто изнутри расскажет нам всю историю. Он и его друзья, и его семья помогли нам. Конечно, большое спасибо Бахтияру, что он нас уделил целый день. You're welcome. Always. Egg, onion, and Mona. I forget traditional. No, it's Russian. Russian people make this. She learned from Georgia. Yeah. Ну, типа запеканка какой-то. С сыром, да? Try. Yes. Try. Так, это у нас хумус, это у нас салат, который мы купили. Exactly. Еще 2 салата. I don't know if it's the right way they make it. Окей. Лахман لحم بعجين. аджин. لحم بعجين. لحم But it's بعجين. not the same بعجين. لحم بعجين like you. The taste is different. Окей. This is traditional food. We abrach. We named Dolma. We named Dolma Dolma. abrach say. Try it. Yes. Try this. Можешь за мной поухаживать и мне положить? Я и снять это хочу, и кушать хочу. Can you take care of me? Make yourself at home. Это в виноградных листьях рис с различными специями заворачивается. Будем сейчас пробовать. Что-то я много себе положила, сейчас Булату положу. Я целый день не ел. Да, мы настолько готовились к поездке в Лали, что даже не кушали целый день. Все время потратили на дорогу, чтобы сюда доехать. И настолько затянулось у нас приветствие и осмотр главного храма, что мы так и только сейчас добрались до еды. А у нас специями, да? Вот эта вещь. О, мне нравится такая. Я знаю, что это называется как pickled vegetables. То есть это соленые овощи. Я не могу терпеть этого, все, я бросаю съемку и кушаю. На этом первый выпуск из иракского Курдистана подошел к концу. Подписывайтесь на канал, чтобы продолжить путешествовать вместе с нами по этой замечательной стране. Мы надеемся, что следующие выпуски еще больше вас убедят в том, что Ближний Восток – один из самых гостеприимных и дружелюбных регионов в мире. Привет! Как дела? Мне нравится мой Курдистан. Да? О, прикольно, прикольно. Я в Украине. Одесса. Вау! Аккуратно! Мы не пили. Да, видишь? Ничего. Но танцевали. Это нормально. Танцевать это нормально. Welcome to Kurdistan. This is our culture, our city. Это наш город. Это наша земля. Мы уважаем все иностранцев. Добро пожаловать в наш город, наша страна. Все, ура!